Друзья, всем салам с канала Каспийский берег. Сегодня будем делать шашлык. Вот из этого не барашка. Это у нас козлик. Это у нас козлик. Полтушки где-то 7,5 килограмм. То есть он был такой небольшой относительно. Сегодня мы из него сделаем шашлык. И на примере этого шашлыка мы с вами поговорим о том, как правильно нарезать мясо на шашлык и как его правильно жарить. Друзья, приступаем к разделке. И прежде всего уберем то, что нам для шашлыка не нужно. Это шея и две голяшки. Это у нас куда пойдет, вы уже знаете, на бугламу. Одна голяшка. Это вторая. Срежем по шину. Это передняя ножка вместе с лопаткой. Это задняя ножка. Это на котлеты. Кошки, вперед. Ну а для ребрышек уже мне нужна будет колода, друзья. Пойду ее принесу. Друзья, если ребра попадать правильно в позвоночник, то топор не нужен. Эти позвонок запросто можно резать только ножом. Вот сюда, между позвонками, если попадать, то видите, нож спокойно проходит. Топор здесь вообще не нужен. Чуть-чуть я вот режу, друзья. Барана много раз нарезал, да? И с козленка я первый раз вообще что-то с козленка первый раз делаю, да. В частности шашлык, да. И вот я смотрю, чуть-чуть строение отличается. То у него вот эта спинная мышца длинная, она как будто выше, что ли, интересно. Чуть-чуть отличается. Это у нас седло. Тоже одних самых вкусных кусочков. Здесь уже без топорика не обойтись. Все, друзья, остались от козлика рожки до ножки. Друзья, теперь нарезка. Это тоже очень важный момент в шашлыке. Многие спрашивают, какими кусками, какого размера должны быть куски в шашлыке. Сейчас мы об этом поговорим. Друзья, вот они кусочки. Посмотрите, вот какая форма. Понятно, мясо это не колбаса, любой формы здесь не вырежешь, там где-то приходится подстраиваться. Но если говорить об идеальной форме, к чему мы должны стремиться? Друзья, вот я специально принес такой детский кубик. Кусок мяса не должен быть таким, как куб. Нужно стремиться вот к этой форме. Вот, спичный коробок. Примерно, я опять-таки повторюсь, не всегда получается нарезать мясо такой формы. Но если уж говорить об идеале, стремиться нужно вот к такой форме. То есть он не должен быть кубическим, плоский с одной стороны. Вот, посмотрите, друзья.
толщина? Сантиметра, наверное, 1,5-2. Плоские удлиненные кусочки. Когда будем жарить шашлык, я уже на шампура буду нанизывать. И еще раз вам скажу, почему именно эта форма очень важна при разделке мяса на шашлык. Вот почти спичный коробок, друзья. Квадрат. Вот столько шоколадных кусочков вышло, друзья. Я эти кусочки шоколадные называю, которые без костей. Сейчас нам нужен лук. Мы сделаем бастырму, то есть маринад. Засыпаем лучком. Чуть-чуть отжимаем, чтобы сока вышло побольше. Друзья, если бы это был барашек, ягненок, то его можно было сделать даже без бастырмы. Обычно бастырму делают на более взрослом, так скажем, да, на барана. Но это козлик, и если честно, я никогда из него шашлык не делал. И за это я перестраховываюсь. Бастырма никогда не помешает. То есть вот этот маринад. Черный перец. Для шашлыка самая главная приправа. Вот так аккуратно, мясо выдавливать не надо. Перемешиваем с лучком. И вот так, ребята, оставляем это мясо в маринаде, в бастырме на 2 часа. Этого будет достаточно, я думаю. Значит, класть в холодильник или нет? Лично я считаю, что наоборот, в холодильник мясо класть не нужно. Если мясо будет всего лишь стоять 2-3 часа, никакого холодильника не нужно. Наоборот, чем теплее будет мясо, тем быстрее и лучше приготовить шашлык. Так что оставляю его прямо здесь. У нас весеннее солнышко, так что никаких проблем не будет. Часа 2 вот здесь пусть постоит, даже чуть нагреется. Это только поможет в приготовлении. Ровно 2 часа прошло, друзья. Посмотрите, цвет мяса даже немножко поменялся. Оно как будто чуть-чуть посветлело. Это вот воздействие лукового сока, да, то есть маринад. Сейчас что делаем? Нанизываем мясо и жарим. Он какой симпатичный и аккуратный. Это раз. Все, друзья, весь козлик, вернее половина козлика на мангале. Ну, очень даже сочненько, друзья. Смотрите, какой сок выделяется. Друзья, у нас говорят, хороший шашлычник мясо переворачивает 1 раз. Может быть, это чуть-чуть утрировано, немножко. Но в этом есть
правда какая, что я вам хочу сказать. Если мясо нарезано правильно, если само мясо хорошее, угли, температура, как говорится, все в самый раз подобрано, мясо действительно именно вот на шашлык. Шашлык это вообще что такое, да, вот сама его эта идея, да, так скажем. Это не вертел, большие куски, которые жарятся на большом расстоянии от углей и длительное время. Шашлык жарится буквально в течение 5 минут. То есть это относительно мелкие куски. И за это, я вам говорил, нужно стремиться вот к спичному коробку. Плоские, относительно плоские. Почему? Чтобы вы шампура не переворачивали 4 раза. То есть если это будет кубическая форма, вам придется переворачивать шампур 4 раза. То есть ставите на ребро тоже. Что не есть хорошо, почему? За это время вы мясо высушиваете, друзья. А вот эти плоские небольшие кусочки дают нам возможность зажарить мясо очень быстро. Я вот буквально говорю минут 5. Подержали 5 минут с одной стороны, 5 минут с другой. Все, шашлык готов. Это и есть шашлык. Друзья, все готово, пора снимать. Истекает и соком. Оно, мясо все-таки более постное, чем баранье. Но, в принципе, похоже. Вот по текстуре, по всему напоминает. Перчики. И это помидорки, друзья. Традиционный. Вот этот кусок прям напрашивается. Ребрышко, чтобы его попробовать. Друзья, чуть жестче, да. Чуть-чуть жестче, чем баранина. Ну, по крайней мере, может, мне козлик такой попался. Но вкус очень хороший, очень приятный. Напоминает баранину. Я почему это все вам комментирую. Я первый раз пробую шашлык из козлятины. Вполне себе хорошо. И один вот такой кусочек возьму, друзья. Который я нарезал по размеру со спичным коробком. Одинаково примерно. Это еще лучше, честно говоря. Лучше даже, чем ребрышко. Вы, не знаю, по времени вам было понятно или нет видео. Шашлык приготовился очень быстро. Вот буквально 5 минут с одной стороны, 5 минут с другой, и все готово. Потому что мы его с вами правильно нарезали. Небольшими плоскими кусочками. Опять повторюсь, плоскими зачем? Если куски имеют кубическую форму, вам нужно будет шампур переворачивать 4 раза. Если он плоский, удлиненный, всего 2 раза. Поджарили, перевернули, еще раз пожарили, все, снимаем. Друзья, вот такое сегодня быстренькое, короткое видео получилось. Я надеюсь, информация, которую я с вами поделился, оказалась для вас полезной. Рад был нашему общению. До новых встреч на нашем канале. До свидания.